Вы бы спасли дикого волка, зная, что он может однажды обернуться против вас. Иван не раздумывал. Он вытащил хищника из ледяной реки. Он даже не подозревал, что через несколько месяцев этот же зверь будет решать, жить его сыну или нет. Эта история произошла в таежных краях. Иван был опытным охотником и отлично знал лес. Он никогда не был браконьером, соблюдал правила, не брал лишнего и уважал природу. Раньше Иван жил в городе, окончил ветеринарный техникум и работал на ферме. Но когда работу потерял, пришлось искать способ прокормить семью. Охота стала для него не развлечением, а необходимостью. Еще в детстве дед научил его обращаться с ружьем и понимать лес. Однако семейная жизнь не сложилась. Жене не нравилось, что он постоянно пропадает в тайге. В итоге она ушла. Иван оставил квартиру бывшей жене и сыну Никите, а сам перебрался в дедовский домик в тайге. Сын подрос и каждое лето приезжал к отцу. Иван радовался этим встречам. Мальчик тянулся к нему и любил лес. Однажды зимой Иван отправился в соседнюю деревню по делам. Он шел по привычной тропе через реку. Лед казался крепким. Вдруг он заметил впереди что-то темное. Подойдя ближе, Иван увидел волка. Тот провалился в полынью и едва держался за край льда. Сил у зверя почти не осталось. Не раздумывая, Иван начал разбивать лед ножом и осторожно вытащил волка на поверхность. Тот не подавал признаков жизни. Но Иван, как ветеринар, проверил реакцию зрачков фонариком. Волк был жив. Взвалив тяжелого зверя на плечи, Иван с трудом добрался до своей избушки. Он уложил волка у печи, накрыл одеялом, поставил клапан банки с горячей водой. Постепенно дыхание зверя стало ровнее. Очнувшись, волк зарычал и попытался подняться, но задние лапы не слушались, они сильно перемерзли. Иван понимал, что перед ним хищник, но бросить его не мог. Одно дело охота, другое — помощь тому, кто попал в беду. Он ухаживал за волком, поил, кормил, осторожно делал массаж лап. Со временем зверь начал доверять человеку. Иван переселил его в сарай, продолжая лечение. Летом приехал Никита. Он привез витамины и помогал отцу ухаживать за волком. Удивительно, но зверь сразу принял мальчика. К концу лета волк уже уверенно бегал и часто гулял по двору. Ночевал на крыльце, словно сторож. Но однажды в конце августа он перепрыгнул через забор и исчез в лесу. «Что ж, волк есть волк», — сказал Иван сыну. «Свободу любит». Зимой Никите исполнилось 15. На каникулах он снова приехал к отцу. Однажды Иван отправил сына в деревню за продуктами и строго наказал идти по мосту. Лед на реке был ненадежным. Но на обратном пути Никита решил сократить дорогу и пошел по льду. Тропы уже не было видно. Внезапно лед под ним проломился, и он оказался в ледяной воде. Одежда мгновенно намокла, руки скользили по кромке льда. Силы быстро уходили, начиналась паника. И вдруг он увидел знакомый силуэт. К нему стремительно приближался тот самый серый зверь. Волк подскочил к полынье, схватил Никиту за ворот и мощным рывком вытянул из воды. Мальчик понял, нужно бежать, иначе замерзнет. Он бросился к дому. Волк сопровождал его до самого крыльца. Иван, увидев мокрого сына, все понял без слов. Он посмотрел на волка с благодарностью. Зверь спокойно взглянул в ответ и, не задерживаясь, скрылся в лесу. Больше они его не видели. Иногда добро возвращается именно тогда, когда его меньше всего ждешь.